Друзья, всем привет! В прошлый раз я обещал показать работы по усилению передней части автомобиля. Для меня было очевидным некоторое несоответствие внешнего вида внутреннему. Потому что местами, ну что греха таить, было даже стыдно открывать капот. Машина уже эксплуатировалась много лет. Краска была везде родная, она была облупленная, плюс к этому цвет был белый. Было решено морду, конечно, полностью переделать, но помимо эстетики обнаружились проблемы в виде усталости стоечных стаканов. Там, где входят тормозные трубки, появились явные трещины. Конечно, это было все следствием и общей усталости машины, потому что тачка 98-го года, она уже далеко не новая. Но и, конечно, эксплуатация, потому что постоянные скачки по поребрикам и агрессивная езда, они, дают, конечно, такой результат на кузов. Решено было все это дело полечить, все, до чего можно дотянуться, усилить. Конечно, верхние чашки все проварили и крепление вот этих вот стоечных чашек тоже проварили по периметру с одной и с другой стороны. И сделали вот сюда такие заплатки, как раз туда, где у меня были трещины, с одной и тоже с другой стороны. Потом сделали дополнительное усиление на лонжероны, и тоже это все дело обварили. Помимо этого у меня были стандартные колесные арки, которые за много лет эксплуатации постепенно резались под интеркулер, под разного расположения пайпинг. Со временем все это дело стало просто выглядеть кошмарно. Плюс, очевидно, 18-е широкие колеса уже просто не помещались в эти арки, что, естественно, на скорость положительно тоже никак не влияло. Арки колесные были заменены на карбоновые. Если арки эти вваривать, допустим, как сейчас вот популярно там от Газели там, или еще от какой-нибудь машины, во-первых, там вес, конечно, увеличивается по сравнению даже со стоком. Во-вторых, они такой формы, что они занимают вообще половину подкапотного пространства. И, может быть, для каких-то стенсовых тачек ок, да, но для машины спортивной всегда критична простота ее обслуживания. И если тут ни к чему нельзя подлезть, это очень неудобно. Короче, от такого решения я сразу отказался. Арки карбоновые вот эти сделал сам. Их вес где-то 450 грамм, примерно в 5, наверное, раз меньше, чем аналогичные изделия из металла. Сделаны они съемными, крепятся просто на нескольких болтах, все легко снимается, ставится, и, естественно, если вдруг нужна колесная ниша, куда-то подлезть, что-то обслужить, это все можно сделать за несколько минут. И, конечно, самая важная доработка по морде – это ее усиление. Решено было связать верхние части, вот эти вот пилоры, на которые крепится крыло, с лонжероном. Тёма, тачка жесткая будет теперь? Смотри, мы трубу свариваем со стакана, потому что тут в притирку к стакану с внутренней части. То есть у нас внутрянка обваривается, здесь мы зашиваем, делаем отверстие, вальцуем, нам дает жесткость на эту часть. То есть эта сторона у нас просто зашивается, та приваривается к стакану. То есть у нас стоечный стакан будет держаться отчасти даже на этой трубе, да? Конечно. То есть это на это же и был расчет. Чтобы при прыжках этих вонючих. Да, у тебя не только стакан оторвался, и был. Теперь не оторвется. Теперь мы это предусмотрели. То есть, если раньше я вот так вот опереться сюда не мог, потому что эта часть вообще просто сгибалась и проваливалась вниз, то теперь, конечно, сюда можно просто встать и попрыгать, и офигеть, как вообще получилось, все круто. И я, на самом деле, в очередной раз выражаю респект Артему, который просто Микеланджело со сварочным аппаратом. Получилось все очень круто. Я думаю, что жесткости кузова это нам прибавит вообще немало. Последний этап усиления морды – это распорка.
треугольная, которая завязывается на телевизор. Вот, наконец-то Сэм изготовил такие вот пластины, которые будут... Что они будут, Семен? Куда идти? Короче, одна пластина у нас с закладными гайками будет привариваться сюда. Эта пластина у нас будет прикручиваться к этой пластине. И на этой пластине, которая прикручивается, у нас два вот таких уха, от которых, к которым прикручиваются диагональные. Похожи. На яйца. Мне сиськи больше нравятся. А, ну да, сиськи больше. Так, и к ней будут у нас вот такие растяжечки идти, да? Ну да, вот здесь и растяжки здесь на вот этой вот пластине уши тоже будут у нас, к которым у нас будет прикручиваться поперечина здесь и, соответственно, здесь все. Ну что, немного прогресса по морде. Распорка готова, она прикручена, покрашена. Я вообще кайфую. Такая крутая штука получилась. Блин, и мы это сделали реально все сами в гараже. Супер офигенно. Подкрылки установлены. Но сейчас я хочу показать вот эту штуку. Это просто обычный телевизор S13 родной. Но я решил сделать его съемным. И не просто съемным, а из карбона тоже. Короче, сделал матрицу со стандартной детали и собрал карбоновый усилитель. Вообще, по моей задумке, он должен связывать именно передние, верхние вот эти пилоры, на которые крепятся крылья. То есть и работать как самая передняя распорка, потому что карбоновый он будет, естественно, намного жестче, чем металлический. Металлический вообще, честно говоря, кисель полный. Ну, естественно, он будет легче. Ну, вес тут не так, наверное, критичен, потому что деталь все-таки небольшая. Но главная задумка все-таки, чтобы он был максимально жесткий. Для этого здесь ткань тоже уложена определенным образом. Я думаю, что все это будет работать. Сейчас деталь собрана, вакуум накачан. Вот она у меня ночку лежит. Я всегда детали на ночь оставляю, чтобы, во-первых, все прожалось хорошенько. Последний воздух отовсюду вышел. И заодно вот эти вот жгуты, которые периодически травят, конечно, воздух. Если оставить на ночь, то вакуум все равно и их протянет. Даже если есть где-то маленькие свищи, то за ночь, если вакуум хороший, то он все это дело зафиксирует. Ну что, у нас прошли сутки после инфузии. Деталь у нас уже полимеризовалась. То есть вот можно видеть, что смола полностью затвердела. Самое время отправить ее в печку на постоотверждение. Процесс этот обязательный, достаточно ответственный, особенно для деталей, которые несут на себе какую-то нагрузку функциональную. Пропекаю я детали обычно в районе 6-7 часов. Еще ночь она стоит, остывает плавненько в печке, потому что температура держится долго. Ну а на следующее утро уже деталь достанем и посмотрим, что получится. Ну что, сутки прошли, деталька наша уже запеклась, остыла. Я думаю, можно достать и распаковать. Посмотрим, что получилось. Деталь только из матрицы. Сейчас надо ее обрезать, примерять на машину. Получилось все отлично. Такая вот глянцевая панелька. Очень легкая. Но опять же обрежем. Там уже можно будет взвесить, покрутить ее и понять вообще, что у нее по жесткости. Но, на мой взгляд, конечно, уже даже сейчас она существенно прочнее
металлической планки. Во всяком случае, даже вот так вот рукой, если нажимаешь на металлическую планку, она, родная, она начинает прогибаться. Большая проблема на старых тачках, что он сделан несъемным. Он приварен вообще к машине. И каждый монтаж, демонтаж двигателя, это всегда что-нибудь заденешь. Съемный телевизор вообще моментально снимает все эти вопросы. 4 болта открутил, прикрутил. И мне очень нравится, что она повторяет полностью стандартную деталь. Все крепления там под фары, под радиатор. У нас все в стандартных местах, ничего изобретать дополнительно не нужно. Ну и получилось просто красиво. По эстетике, конечно, я просто хотел остаться на стандартных линиях, повторить стоковый вот этот телевизор. По-моему, он выглядит намного круче, чем сейчас любят делать вот эти просто наваренные из труб. Кому-то нравится, но мне не очень. Я хочу, чтобы машина немножко все-таки в стандартных формах оставалась. Цвет, новый цвет, конечно, прикольный серый, намного, мне кажется, круче он и практичнее будет, чем белый, потому что белая подкапотка, опять же, на гоночной машине, такой вообще себе, постоянно что-то где-то капнет, брызнет, и все уже засрано, никакой, опять же, чистоты и опрятности нет. С серым цветом, еще и с таким, все будет немножко, я думаю, попроще, попрактичнее. Ну и просто хотелось что-то поменять, плюс этот цвет, я думаю, что намного круче смотрится с карбоновыми деталями, потому что с белым как бы есть такой слишком большой контраст, опять же, под капотом он не нужен, эстетика, я думаю, только в плюсе сейчас. Но это только те детали, которые мы можем видеть. Но есть еще куча всего, то, что скрыто от глаз. Говорю я, конечно же, про подвеску. В основном все было почищено, отпескоструено, покрашено порошком. Но помимо этого я был неприятно удивлен вообще состоянием передней подвески. Все резинки были критически изношены. Шаровые были критически изношены. И, естественно, все это было заменено на новое. Плюс были усиленные передние лапы, так называемые крепления теншн-родов. Наварены на них усиления, которые делает апсервис. Изменений каких-то по конфигурации подвески нет. Все так же полностью на стоковых местах. Теншн-роды на ШС, стандартные нижние рычаги, стандартные абсолютно кулаки, естественно, и стойки Тейн кольцевой серии, на которых я езжу уже несколько лет. Стойки в хорошем состоянии, в прошлом году я их обслуживал, опять же менял ШСы, в этом году провел определенный чек и, в принципе, ничего не просится. Ну и, как обычно, у нас вопрос, что же будет дальше. Вклейка крыши немножко застопорилась, потому что после покраски и сборки подкапотного, взглянув на салон машины, на старый облупленный, я просто не могу собирать дальше тачку в таком виде, потому что все эти новые карбоновые детали, свежие покрашенные части автомобиля будут сильно диссонировать со всем остальным кузовом. То есть машина уже приличная снаружи, уже красивая под капотом, но в салоне, это просто какая-то жесть. Короче, было решено покрасить салон. Это дело, наверное, оттянет вклейку крыши еще на неделю, может быть 2. Но в любом случае у нас главное результат. Никуда мы уже не торопимся. Поэтому в ближайшее время все это сделаю и крыша будет установлена. И, конечно, обязательно будет новая серия про спойлер, про новое антикрыло. Сейчас я именно над ним усиленно работаю. Поэтому, когда будет результат, обязательно все покажу и расскажу. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.